пошла такая. Дело в том, что я занимаюсь там высоким искусством, туда-сюда, и я не всегда могу в концерте, так скажем, идти на понижение. Но вот сейчас почему-то такой момент, по-моему, соответствует. Дело в том, что язык блюза, почему вот нашим соотечественникам трудно объяснить, что в блюзе текст несет символическую функцию. Его не нужно понимать, переводить в прямом смысле. До него нужно догадываться. И иногда одно словосочетание, допустим, she is my baby. Ну, казалось бы, какая глупость. А вы знаете, в этой фразе целая жизнь. Она наконец-то моя девушка. Наконец-то добился, и все каждый дорисовывает. И когда я пытался делать блюзы на русском языке, то вся наша блюзовая тусовка категорически была против. Они говорили, что настоящий блюз — это только английский язык. Если ты поешь на русском, то все, это уже, в общем, это уже Маргулис, там другой формат, в общем, машина времени. Вот. И я очень долго искал такую форму в блюзе, именно в тексте, чтобы она соответствовала музыке, чтобы она передавала символизм, чтобы такой, вроде как на первый взгляд, глупый текст при более глубоком анализе давал, так скажем, пищу мозгам. И вот я сейчас хочу исполнить для вас эту песню. Она называется «Храп». Песня о любви блюзового музыканта и о том, как недостатки превращаются в достоинство. Как будто рокот хриплого блюза, как рык гитары на перегрузе. О, приятно звучит, а как приятно звучит твой легкий храп на моем плече. Это лучшая музыка на земле. Такого звука, такого соло не знала вся история рок-н-ролла. Ты днем не даешь мне жить, но ночью я готов тебя за все простить. Ведь лучшая музыка на этой земле твой легкий храп на моем плече. Хриплого блюза, как рык гитары на перегрузе. О, приятно звучит, о, как приятно звучит твой легкий храп на моем плече. Это лучшая музыка на земле. Твой легкий храп на моем плече. Это лучшая музыка на земле.
Thank you.